Вы нашли на своей собаке клеща. Собаку укусил клещ. Что же нам делать? Во-первых, весь летний период времени мы обязательно осматриваем свое животное и проверяем, нету ли на теле животного клещика. Это касается не обязательно, если ваши прогулки за городом, это обязательно, если мы гуляем даже в Москве в парках. Клещи у нас живут на поверхности от 0 до 10 сантиметров. Это самое большое заблуждение, что клещи у нас существуют в каких-то лесных, лесопарковых зонах. Клеща можно поймать даже на своей придворовой территории или же выходя из квартиры гулять рядом с подъездами. Как мы осматриваем животное? Мы стараемся смотреть обязательно против шерсти. Клещик может быть маленький, клещик может быть большой, все зависит от того, как долго он присосался к вашей собаке и, соответственно, как долго он пьет кровь. У нас есть маленький миленький Йорик, и мы на нем нашли как раз-таки клеща. Судя по размеру клеща и по воспалению рядом тканей, клещ присосался около 3-5 дней, потому что он уже достаточно большой. Что же делать, если мы нашли на собаке клеща? Его нужно обязательно достать. Что мы должны знать, когда мы достаем клеща у собаки? Мы должны знать, что у клеща у нас нету головы, у нас есть голова-брюшко, и именно эта голова-брюшко торчит, и есть ротовой аппарат, который внедряется в толщу кожи и присасывается к собаке. Соответственно, для того, чтобы достать клеща, мы используем либо пинцет в домашних условиях, может быть, дома есть зажим, маленький так называемый москит, я буду использовать его, мне сподручней. Как мы это делаем? Мы раздвигаем всю шерстку рядом с нашим клещиком. Желательно, чтобы животное в это время кто-то придерживал, потому что это не очень приятное ощущение, это несколько болезненно, может быть, для питомца. Мы берем зажим или пинцет и ставим его под самое основание клеща. Тихо, придержи его, ладно? Тихо, терпи. Зажимаем его и крутящими движениями вытаскиваем. Что нам необходимо сделать дальше? В домашних условиях мы берем хлоргексидин или перекись водорода, салфеточку или ватную палочку и хорошо обрабатываем место укуса. Рядышком здесь у нас у собачки есть даже вышедшая кровь, поэтому мы размываем всю ранку. Она должна оказаться чистой. После того, как мы вытащили клеща, нам нужно убедиться и посмотреть, что мы вытащили его именно с ротовым аппаратом. Должно быть и брюшко клеща, и маленькие лапки, которые мы будем видеть, если мы будем разглядывать пинцет. Клещ может быть живой, клещ может быть уже мертвый, но в любом случае, после того, как мы достали клеща из животного, мы обязаны наблюдать за нашей собачкой в течение 5-7 дней. Что нас должно насторожить? Нас должно насторожить слабость, вялость, отказ от еды, возможно, рвота, иногда слезотечение, изменение цвета мочи, и моча будет цвета темного нефильтрованного пива и слабость тазовых конечностей. Мы не дожидаемся всего комплекса клинических признаков. Если даже что-то нас беспокоит и в анамнезе у нас есть извлеченный клещ из собаки, мы обязаны прийти в клинику и сдать анализ крови на пироплазмоз. Пироплазмоз – это смертельное заболевание для животных. Клещ, когда кусает, он в кровь выделяет бабезии. Это кроветворные паразиты, которые разрушают эритроциты и не позволяют эритроцитам переносить кислород к внутренним тканям и органам. Соответственно, животное потихонечку угасает от гипоксии и от нарастающих органных недостаточностей. Что же мы делаем, как мы диагностируем животное на пироплазмоз? Для этого берется у животного периферическая кровь. Либо это берется кровь из ушка, либо берется кровь из пальчика. Берется она на стекло, отдается лаборанту, лаборант определенным образом окрашивает кровь и в крови ищет вот этого паразита бабезию. Если бабезия была найдена, неважно какое количество ее в эритроцитах, это может быть одна бабезия в мазке, это может быть много
поражения эритроцитов, животному необходимо будет делать капельницы и вводить специальные антидоты, специальные препараты для лечения пироплазмоза или более корректно бабезиоза. Чем быстрее мы начнем лечение животного, тем больше шансов на выздоровление животного. Что делать для того, чтобы животное не получило клеща? С момента появления первых проталин, как снег начинает таять, мы обязаны обрабатывать наше животное против блох и клещей. Как правило, препараты сочетаны. Мы можем использовать ошейники, мы можем использовать капли на холку, или в последнее время у нас появились специальные таблетки, которые задаются внутрь животного. Они более оптимальные, потому что в этом случае животное может купаться, может принимать водные процедуры. Мы не ограничены с вами в обработке шерстного покрова. Есть маленькая опасность в применении ошейников. Очень часто у животных формируются аллергические реакции там, где есть ошейник, потому что он выделяет препараты, и на эти препараты может быть аллергия. Когда мы используем капельки, то после капелек мы не можем мыться, купаться и попадать под дождь в течение 3-4 дней, иначе капли смываются, и действие данного препарата у нас становится намного меньше. Также может быть аллергическая реакция на поверхности кожи, на нанесенные капельки. Очень часто владельцы жалуются, что в течение суток после того, как нанесли капли, животное становится апатичное. Чаще всего большинство производителей добавляют эфирные масла в эти капли, чаще всего эвкалиптовое. Это реально вызывает у животного седативный эффект. В этом случае проще дать таблетку, и главное помнить, что у таблетки есть тоже определенный интервал обработки. Если мы используем ошейники, сейчас ошейники существуют от 3 до 6 месяцев, соответственно, их нужно менять по сроку их действия. Если мы используем капли, то против клещей они работают, как правило, 28 дней. Если мы используем таблетки, то от фирмы-производителя это может быть таблетка, которая задается каждые 30 дней, или таблетка, которая задается каждые 84 дня. Когда мы перестаем обрабатывать животное против блох и клещей? Тогда, когда наступает новая зима. Но мы должны помнить, что если мы живем где-то рядом с теплотрассой, то наше животное должно обрабатываться против блох и клещей круглый год.